Привет владельцам фордов, с вами Спринтавто, Антон. У нас накопились очередные вопросы. Андрей Казаков, скажите, пожалуйста, второй фокус, рестайл двушка, свист при запуске на холодную с правой стороны. Ремни поменены и ролик тоже. Долго не могу понять, почему так. Ну, опять-таки, битва экстрасенсов. Но что следует сделать? Вам следует снять ремень, покрутить руками все агрегаты, потому что там не только ролики крутятся, там же крутится муфт, компрессор кондиционера, там крутится генератор. Ну, как минимум, да. Вот. Насоса гидроусилителя там нет, но уже хотя бы помпа еще там крутится тоже ремнем. Поэтому снимаем ремни, крутим руками все агрегаты и слушаем, что происходит. Если ничего не понимаем, заводим без ремней, потому что мало ли, вдруг этот свист вообще не от агрегатов у вас идет. Если заводим, свиста нет, значит точно агрегаты и уже дальше методом исключения. Добрый день, третий фокус, 13-й год, 2 литра, Poker Shift. Хорошее название, надо взять на вооружение. Проблема с переключением коробки передач. Иногда рано, иногда поздно. После аварии в правую переднюю часть постоял 4 года, меняли лонжерон и правую сторону полностью. Меняли также генератор. Не уверен, что подходящий. Буду рад вам за ответ. Слушайте, если у вас машина 4 года стояла, да еще и к тому же там электричество отключали, у вас могла просто банально слететь адаптация. Вы ее сделаете для начала, начните с этого. Сделайте адаптацию этой коробки. Вполне возможно, что после этого у вас все вернется в нормальное состояние. Мороз машину грею около 30 минут, а то и больше. Но при эксплуатации очень медленно. Выскакивает ошибка. Трансмиссия ограничена. Обычно глушу двигатель, завожу, ошибка бывает пропадает. Посоветуйте, что может быть. Третий фокус дизель 2012 года. Я посоветую в этой ситуации, сами понимаете, дизель на холостых он не греется. И 30 минут греть машину современную, и я бы на месте коробки, может быть, тоже бы взбунтовался в этой ситуации. Поэтому вы либо не грейте его по 30 минут, либо если вы живете в каких-то очень холодных краях, поставьте себе предпусковой подогреватель, если его на машине у вас не предусмотрено. Я бы так сказал в этой ситуации. Здравствуйте, Антон. Какой пыльник внутреннего шруса посоветуете ставить? Оригинал очень дорого, нормальных заменителей как будто нет. Второй фокус 1.8. Да, такая проблема действительно есть. А заменителей нет качественных, а оригинал дорогой. Ну что делать? Вопросы к Форду. Могу лишь сказать одно, что внезапно на эти вторые фокусы комплект пыльников оригинальный, внешний плюс внутренний, стоит дешевле, чем отдельно внешний и отдельно внутренний. Все равно дорого, но все-таки хоть не так неприятно. На некоторые, повторяюсь, модели существуют пыльники ГКН Лобра. Если вы вдруг их найдете, это единственный неоригинал, который можно ставить. Ничего другого ставить нельзя, только переведете зря деньги. Поэтому оригинальный комплект, внешний плюс внутренний. Просто Ваня спрашивает, обязательно ли замерять температуру масла в КПП при ее замене и на что это влияет? Влияет это на уровень масла. При разной температуре уровень в коробке получается разный при замере. В большинстве коробок, которые я помню, на холодную показывает выше, чем на горячую. Насчет, нужно ли прям четко сканером замерять, скажем так, если у вас есть такая возможность, если вам это не лень, то почему бы нет, хуже от этого точно не будет. Но если у вас нету, то по практике скажу так, если машина заезжает на замену масла полностью прогретая, то есть сразу после поездки, то пока с ней там зальешь, она как раз примерно такую температуру и имеет нормальную. Если вы загоняете на замену масла машину холодную, то ее надо погреть, скажу так, минут 5 примерно для достижения примерно такой температуры, когда измерение уровня у вас будет корректное. Рустам Закиров. В 1001 раз вопрос про масложор и капиталку. Владею вторым фокусом, 6-й год, двушка. Расход масла в среднем 1,2 литра на 1000. Делал раскоксовку, не помогло. Заменил маслосъемные колпачки. Это сразу скажу. Маслосъемные колпачки никогда никому не помогали на этих моторах. Живет также, ездит в основном супруга в городе на недалекие расстояния. Раз-два в неделю ездим по трассе. Немедленно. Скажите, что лучше, капиталить или найти контрактный двиган? Про это уже много раз было сказано. Это все зависит от ваших финансовых возможностей и дальнейших планов на этот автомобиль. Если он вам дорог, если вы его
как бы цените, не хотите ни на что менять, он в остальном хороший, и вы просто хотите, чтобы с ним все было хорошо и долго, конечно, естественно, надо мотор делать. Это дороже, но это, во всяком случае, какой-то результат. Если вопрос стоит о том, как это сделать подешевле, там, хоть бы как-нибудь в ближайшее время решить проблему, тогда, разумеется, лучше ставить другой мотор. Саланник. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, для замены цепи ГРМ на Ford Focus 3.2.0 Durestyle, что нужно купить, кроме самой цепи? Ну, на всех HE, в принципе, для того, чтобы поменять цепь, вам понадобится... Хотя я не знаю, зачем вы на третьем фокусе хотите просто так менять цепь. Ну да бог с ним, ладно, это как бы обычно не нужно, но если хотите. Значит, во-первых, цепи на HE существуют в виде комплектов. То есть поищите, найдете. В комплект входят все успокоители, натяжители, там, короче, все это хозяйство. Кроме этого, вам понадобится сальник коленвала, потому что он, ну, короче, желательно поменять. Потому как крышку снимаете, сальник снимается, с вала повторно его устанавливать не рекомендуется. Сальник коленвала, герметик для передней крышки и прокладку клапанной крышки. Вроде больше ничего не забыл. Ну и, естественно, спецуха для того, чтобы выставлять фазы. Без спецухи ничего не соберете, даже не пробуйте. И более того, на третьем фокусе своя. Нужен такой же, как на EcoBoost 2.0 набор. От HE старого не подойдет. Другая планка, там более хитрого изгиба. На сегодня все. Ровных дорог, здоровья вашим железным коням и вам всего наилучшего. Всегда ждем вас в SprintAuto. Подписчикам скидка 10% на первое посещение. С вами был Антон. Всего хорошего.